Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. О чем она жалеет? Как всегда, настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину и смотрим, о чем же она жалеет. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, что сейчас у вас происходит? Так. А сердце-то разбитое. Ох, как разбитое сердце. Разбитое сердце женщины, которая сейчас находится на расстоянии от вас. Но знаете, еще не исключено, что вы до сих пор частенько вспоминаете эту женщину. Вот вы не можете ее выкинуть из головы. Вот вам плохо, вам тоскливо, да, вот вам обидно. Вот самое такое, знаете, вот, наверное, подходящее слово, вам обидно. То, что больно, это само собой. Но вам настолько вот обидно до глубины души, что вы старались, вы делали все, что только можно ради этой женщины, но это не оценилось. Вам безумно больно. Поэтому вы никак вот ее еще не можете забыть. Вот эта боль еще сидит очень глубоко в вас. Вы довольно такой справедливый человек. Вы живете по справедливости, вы поступаете по справедливости. И даже вот то, как вы, ну, я думаю, это вы ушли от женщины, да, вот набрались все-таки сил разорвать это, да, не побежать за ней, не упадать на задних лапках, и верните, я все прощу, и так далее. Нет, вы все-таки набрали силы воли, силы духа, и решили идти уже дальше своей дорогой. Да, вам было тяжело, больно, но вы считаете, что вы поступили справедливо. Вот вас обидели, да, и вы разорвали отношения. Что вы считаете, что ну, это, по крайней мере, будет справедливо. Вы не позволяете вытирать из себя ноги. Долгое время, да, вы позволяли это делать. Что-то я уже охрипла совсем сегодня. Так. Вы такой очень веселый, вы жизнерадостный, в общем-то, сам по себе, вы довольно жизнерадостный человек. Может быть, даже вы раньше были такой вот весельчак-балагур, да, сейчас, конечно, вы более жестким стали, более таким закрытым, замкнутым, недоверчивым, может быть, да. И плюс сейчас вот вы стоите на пороге кардинальных перемен. У вас будет жизнь начата с чистого листа, вот именно сейчас. Ну, мы не будем смотреть, какие это перемены, да, какие именно перемены, это мы посмотрим в другом раскладе, пусть будет интрига небольшая. Но вы стоите на пороге перемен. Итак, смотрим, какая женщина пришла сегодня на расклад. Женщина довольно злая, агрессивная. Вот именно сейчас... И, ну, я думаю, в последнее время, когда вы вот с ней жили, да, либо же встречались, может быть, она довольно агрессивно к вам относилась. Никакого тепла, никакой нежности и ласки, об этом вообще даже не стоит и говорить. Женщина очень сильно на вас обозленная, причем у вас это было в последнее время уже взаимно. Вы уже просто начинали доставать и раздражать друг друга. Вот как-то оно у вас взаимно все в унисон было. А причина была у вас, это любовный треугольник. Да? Может быть, вы даже кто-то из вас, может быть, заметил, увидел, да, вот с кем она изменяла, либо же вам сказали. Ну, то есть вы узнали об измене. Женщина очень такая любящая себя. Эта женщина довольно такая симпатичная, может быть, с красивой фигурой, ухоженная. Она очень любит тусовки, она любит компании, она любит, когда ней восхищаются. Ну, такая вот. Она больше вот не для семьи. Вот такие женщины такого типа, они больше такие вот, ну, холостячки, что ли, должны быть. Потому что вот, ну, там пьянки, гулянки, вот куда хочу, туда лечу. Вот как-то это больше, конечно, не для семейных женщин. Она, знаете, она не раз порывалась вам написать вот какое-то такое признательное письмо. Особенно вот когда вы только разошлись, она хотела написать, как бы душу излить, объяснить все, почему так получилось, но она не решилась.
она не решилась, она уже, может быть, даже вот села писать, настроилась, но она побоялась, вот как-то она не решилась вам написать это, либо же она написала, но не отправила вам это, знаете, вот как будто сама себе душу излила. О чем же она жалеет? Давайте-ка посмотрим. Ой, какая, боже, она манипуляторша. Какая она манипуляторша. А все-таки, знаете, она жалеет, что вы расстались. Да, она этого не говорит. Но она тоже переживала, что вы расстались. Она думала, что такого не будет. Она не думала, что так далеко все зайдет. Она вот была, знаете, в такой ситуации, что же я натворила? Я же не хотела разрушать ничего. Вот как-то так приблизительно. Она думала, что ну прошло там охлаждение между вами, пойду где-то там гульну, схожу налево, поразвеюсь, да, ничего страшного. Потому что она, в принципе, она думала быть с вами. Она не собиралась расходиться, но вот как-то так ну, отношения, да, вот события ваши как-то так повернулись, что все пошло по-другому, не так, как она планировала. И она вот, да, вот очень четко эта карта говорит, когда вот она хватается за голову и думает, что же я натворила, что же я наделала, да, вот что я теперь буду делать, вот в какой черноте она осталась, да, вот в каких переживаниях, ей тоже было больно. Но а винить-то кого? Саму себя приходится винить, больше некого. Поэтому она очень сильно жалеет, что она вот не сумела сохранить семью. Она вот, знаете, она иногда вот наедине сама с собой, она даже думает, что нужно было как-то по-другому, нужно было, может быть, по-хорошему, да. А так она осталась вот, ну, ни с чем. Она себя и сейчас чувствует довольно одинокой. Посмотрите, она по башне одиночества, девятка мечей. Это вообще карты, которые могут говорить даже о порче, да, вот о проклятиях каких-то, наведенные на женщину. То есть человек, который, ну, наверное, кусает сам себе локти. Вот так вот, наверное, правильно. Она думала, что получится совсем по-другому. Она хотела даже какую-то вот своего рода, знаете, вот перчинку внести в ваши отношения. Она думала, что вот она сходит налево и как-то вот взбодриться, ее больше тянуть к вам будет, да, вот как-то освежиться она. Но оно не тут-то было, да. Она ведь не рассчитывала, что вы об этом всем узнаете. Она не рассчитывала, что вы расстанетесь с ней. Абсолютно нет. Это не входило в ее планы. И сейчас она, конечно, очень и очень сильно жалеет, что так получилось. Да, вот она, понимаете, она прекрасно понимает, что вы много чего на нее тратили, да, вот денег, времени, сил, все вы тратили. На детей, у кого вот есть дети. Ну, то есть, а сейчас я не вижу у нее такого мужчины, который бы также сильно любил ее, который также сильно тратился бы на нее, да. Вот как-то, ну нет, вот не везет ей в личной жизни. Вот она хотела бы красоваться, она хотела бы, чтобы ее любили, кружили, вот как вы. Но нету такого. Она причем по жизни вообще манипуляторша. Она очень сильная манипуляторша. Может быть, вы этого и не заметили, да, вот именно заслепленные любовью. Но она своего по жизни добивается. Вот просто сейчас у нее некем манипулировать. Вот так у нее жизнь сложилась, вот своего рода бумеранг ей прилетел, что она ну, не может так себя вести больше с мужчинами, потому что просто не с кем. Ну, бывают там, может быть, одноразовые какие-то, но для отношений вообще глухо, как в танке просто. Вот, поэтому она думает о вас, она скучает за вами, она грустит за вами. Вот такое, знаете, своего рода ностальгия у нее, ностальгия. Вот. Ну что ж, что имеем, не храним, потерявши плачем. Довольно часто такое бывает, да, вот когда люди расстаются, ведь мы начинаем вот ценить другого человека, либо же когда мы его теряем, либо же когда вот есть угроза потерять. Вот когда вот ты знаешь, что вот еще немного ее уведут.
Вот знаете, это своего рода такие вот инстинктивные моменты. Вот наши инстинкты, они очень сильные, вот и мужские инстинкты. Когда вот есть угроза, что уведут вашу женщину, да, вот вы как-то активизируетесь, вот мое, да, я защищаю свою территорию, это моя женщина, всех соперников побороли, да, вот. Поэтому как-то так вот. И такие женщины, они, ну, когда они один раз попробовали уже такого мужчину, который вот кружил их со всех сторон, боготворил, то им довольно тяжело теперь быть одним. Очень больно падать с высоты. Вот. И довольно часто вот люди, которые пользуются другими, они все-таки получают по заслугам. Вот рано или поздно, но они получают. И она свое получила. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!